Сегодня у нас «Здравствуй, Сватхисхана». Схема работы примерно такая же, как по Манипуре. Да, есть основные ценности, основные принципы. Человек официально согласен, реально им управляет лень, страх и прочие проблемы. На выходе какое-то такое красивое оправдание, почему человек в данном случае не реализует программу второго уровня. Да, программа второго уровня, собственно, суть в чем? На первом уровне человек, то, чем он обладает, мало кого интересует. Да, вот его ресурсы, они такие минимальные. На втором уровне, да, здесь уже за ресурсы, за власть идет борьба. Да. Почему борьба? И люди, и силы. Потому что кто приходит к власти, такие законы и будут установлены. То ли светлые, то ли что попало. Да. И силы не слабенькие, люди не слабенькие. Человек, который уходит с этой арены, то есть по его уровню развития, он должен сражаться, да, и управлять определенными ресурсами, определенными коллективами, а он типа светлый куда-нибудь заполз в конуру, он предатель. Да, есть развитие человека по уровням. Первый работаешь руками, второй учишь организовать процессы и управлять, третий управляешь внутренним миром, четвертый готовишь уже сильных, достойных людей там, и так далее. Да, если человек не реализует программу второго уровня, он не реализует свое кармическое предназначение – расти по уровням и служить свету. Он сбегает с уровня развития и отдает ресурсы несветлым. Ну, за этим стоят всевозможные программы, с этим нужно прощаться. Первый блок вопроса – это деньги, власть. Второй уровень – наслаждение от материальной жизни, да, включая от взаимоотношений. Третье – как человек идет, да, к тем или иным результатам. По деньгам, по власти, первый блок вопросов – это отказы. Всех видов власти. Власть – это грязное дело, деньги – это тоже против духовности и все остальное прочее. То есть человек, в данном случае по всем воплощениям, по этой жизни, неважно, когда он говорит, я отказываюсь от движения вперед, там, от лидерства, от власти, от управления, от денег, от материальных ценностей, он отказывается от развития. И он отказывается от того, чтобы быть в рядах сил света и сражаться за соответствующие значимые призы. Он просто их отдает, сдает врагу территорию без боя. Вот с этим нужно попрощаться. Итак, есть программа, да, целевая установка второго уровня, там управляют какие-то проблемы. Оправдание – это как вот это плохое сделать вроде бы приличным. Да? Это как бы грязное дело, это не духовно, я человек духовный, или это невозможно. Я рационально рассчитываю свои силы, не сражаюсь, да, с полной самоотдачей, а я объективно оцениваю свои возможности и прочее всякое. Фактически это система оправданий, почему ты не реализуешь программу развития, почему ты не реализуешь предназначение, почему ты не сражаешься на стороне сил света. Все это бред. Да? Оправдание всех видов и мастей, да, чтобы скрыть от себя лень, страх, тупизм, маразм, что управляет человеком. Если ты воин, ты сражаешься вперед и вверх, пусть останавливает судьба и Бог. Следующая программа «Власть», деньги должны принадлежать светлым. Да? То есть ситуация, когда это дело темное, грязное, нам нужно держаться подальше, вот власть отдали не светлым. Да? Для кого? Нормально, грязное, так грязно, это хорошо. Да? И люди просто... Кто типа позитивный, ушел в сторонку, пожалуйста, управляйте, забирайте, что хотите, то делайте, а мы здесь ни при чем. Мы не сражаемся, мы бедняжки, мы слабачки. Да, это плохо. Поэтому, если ты идешь по пути света, ты должен становиться сильным, ты должен сражаться. Каждый на своем уровне. Кто там на идеях, кто за финансы, кто там, если нужно, в реальном бою. Да, человек должен сражаться. Он должен сражаться за то, чтобы духовный закон победил. Следующая программа, да, как к этому прийти, власть, деньги, путь к вершинам. Борьба, да, по-другому не бывает. Почему «Искусство войны» – одна из настольных книг бизнесменов? Да, потому что как принимаются решения, что такое дисциплина, воодушевление, иерархия, стратегия, слабости, сильные стороны. Когда ты можешь победить? Ну, если ты сражаешься как лев, и ты умный, ты можешь побеждать. Если ты там пасешь труса или надеешься на авось, ну, как ты можешь побеждать? Ты уже проиграл на старте. Да? Следующий блок вопросов. Наслаждение, да, взаимоотношения от материального мира. Где-то борьба, но не всегда же борьба. Вот кто готов посражаться, тот готов потом жить. И, дворец не дворец, ну что такое.
такое большое, красивое, сверкающее, дорогие автомобили, красивые самолеты и все остальное. Да, если у вас дома бардак, зачем вам еще больший бардак? Да? Если вы не можете в малом навести порядок, большой это просто нереально. Да? Поэтому, да, с одной стороны, сражаться, но с другой стороны, приличная часть жизни, ведь для чего человек сражается? Чтобы можно было получать наслаждение для души и тела. Каким образом? Общаясь с людьми более высокого уровня. Те люди, кто находится на первом уровне, большая часть из них поступает совершенно правильно. Да, это их уровень, да, каждый должен жить в соответствии со своей кармой. Да, следующее, чтобы взаимоотношения давали наслаждение, вы должны быть как бы позитивным, этичным человеком, разумеется. Если вы напряжены, неэтичны, вы сами рушите, как бы человек хорошо к вам не относился, но после некоторого времени общения с вами, ему все равно тяжело становится, он или уходит, или начинает как бы нервничать. Да? Поэтому, чтобы наслаждение, чтобы общение, да, взаимоотношения давало наслаждение, вы должны быть этичны, да? Вы должны быть спокойны и так далее. Следующая программа злоупотребление. Да? То есть что правильно? Да? Вот кто смотрит на большую перспективу, он понимает, что неправильно сейчас тут урвать, убежать. Ты строишь долговременный процесс. Взаимоотношения долговременные, там, бизнес долговременный. Что важно? Важно, чтобы это было комфортно и взаимовыгодно. Тебе, ты понимаешь, вредно наступать на чей-то интерес. Он тебе аукнется. Ты потеряешь человека, или тебе мстить будет. Ты хочешь, чтобы это было, да, выгодно и комфортно. Следующая программа, дальше по позитиву противоположная. Наслаждение от общения на максимум. Да, цель. Да, вот. Разговаривать и радоваться. Для этого что? И людей выбираешь не печальку сплошную, да, которую не разбудишь. Ты ищешь людей позитивных, с кем радоваться. И твоя цель быть самому этичным, да, позитивным, быть заинтересованным. Вот создавать классную, радостную атмосферу, дарить радость, говорить там комплименты, относиться, да, чтобы не задевать какие-то болевые точки. Дальше. Деньги, как следствие, да, если есть деньги, у тебя могут быть материальные блага. Вот наслаждение от материальных благ тоже должно быть на максимум. В идеале, конечно, у человека он в полном диапазоне может жить. Да? Если судьба ходить в одной набедренной повязке, спокойно может работать. Судьба сделать карьеру, быть миллиардером, нет вопроса, он пошел делать карьеру. Пошел там заниматься бизнесом, да, в любом диапазоне. И чем выше твой статус, тем большим объемом ресурсов ты должен управлять. Моя цель – счастье. Да, счастье. В большинстве случаев самореализация плюс, взаимоотношения, ты этичен, ты заинтересован, ты помогаешь людям, да, взаимоотношения плюс, образ жизни плюс, и у тебя есть финансовая свобода, у тебя есть некоторый избыток ресурсов, который позволяет тебе жить свободно. Да? Тебе не нужно экономить на еде там, или на лечении, или что там, да, вот так, проголодь, не нужно. Да, цель. Счастье. Внешнее проявление, внутреннее, это зависит уже от тебя. Как ты выстроил там свою мотивацию, свой настрой, ты ценишь, не ценишь. Твоя задача внутри, чтобы была радость и покой, и внешние цели все должны быть реализованы.